Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня мы поговорим о новостях из мира технологий, роботов и искусственного интеллекта. Робот-шпион, который мгновенно разжижается по требованию. Южнокорейские исследователи разработали прототип гибкого эфемерного робота на основе силиконового эластомера, способного саморазлагаться под воздействием ультрафиолетового излучения и тепла. Устройство может управлять своим жизненным циклом, сохраняя все свои функции во время работы и разжижаясь по требованию, что является гарантией сохранности потенциально важных данных, которые оно может нести. Sony запускает программу приемных семей для своих стареющих собачек-роботов. Компания Sony представила программу для своих роботов-собачек Aibo, которая призвана возродить их использование. Программа Aibo Foster Parent позволит передать робота в хорошие руки. Электронная собачка Aibo помнит, что нравится владельцу, реагирует на голос и прикосновения, постоянно обучается. Sony утверждает, что каждый Aibo является уникальным роботом и будет развиваться в зависимости от окружения, в которое попадет. Представлена умная газовая колонка Xiaomi. Она экономит до 40% газа. Компания Xiaomi представила интеллектуальный газовый водонагреватель Midger 16LN1, а также сообщила о начале предварительных продаж по цене около $200. По имеющимся данным, новый водонагреватель использует энергосберегающую технологию. Устройство, по заверению производителя, может использовать искусственный интеллект для экономии до 40% газа по сравнению с обычными газовыми колонками. Новый водонагреватель Midger оснащен мощным двойным подкачивающим водяным насосом со скоростью 7200 оборотов в минуту, который увеличивает выход воды на 120%. Есть режим быстрого предварительного нагрева, который увеличивает скорость циркуляции на 40%. Кроме того, Xiaomi Midger 16LN1 также оснащен системой постоянной температуры с прецизионным контролем. Он использует новое поколение устойчивых к коррозии беспиральных теплообменников, имеет корпус на 18,5% меньше, чем у обычных газовых колонок, оснащен множеством защитных механизмов и работает с низким уровнем шума 40 дБ. Крошечные роботы встраиваются в крупнейший в мире радиотелескоп. Для чего они будут использоваться? Китайские власти объявили о приеме на работу нескольких интеллектуальных роботов для обслуживания крупнейшего в мире радиотелескопа FEST с одной тарелкой. Недавно утвержденные новые роботы уже готовы к работе. Необычный радиотелескоп находится в провинции Гуйчжоу, Китай. Считающийся крупнейшим в мире однотарелочный радиотелескоп FEST имеет диаметр 500 метров, что позволяет собирать радиосигналы от космических источников с гораздо большей чувствительностью и разрешением, чем более мелкие радиотелескопы. Основная роль этих роботов будет заключаться в оценке состояния кабелей и шкивов, поддерживающих силовую кабину FEST. Подвешенная на высоте 140 метров над антенной, эта кабина собирает радиоданные, получаемые антенной. Одной из важнейших задач новых роботов будет также замена специальных датчиков на тарелке, которые помогают передавать радиосигналы в кабину. Эти маленькие роботы будут также отвечать за автоматизацию обслуживания лазерных мишеней и исполнительных механизмов на рефлекторе, облегчение монтажа и демонтажа преемников питания, а также за мониторинг радиопомех. В конечном итоге, по мнению исследователей, такое внедрение должно повысить безопасность эксплуатации телескопа и увеличить время его наблюдений примерно на 30 дней, повысив тем самым его эффективность. Робототехника. Исследователи создали первую искусственную мышцу. Крупное достижение в области мягкой робототехники. Новый ферроэлектрический полимер демонстрирует невероятную эффективность при преобразовании электрической энергии в механическую. По своей гибкости и устойчивости к внешним воздействиям, этот материал близок к человеческим мышцам и обещает широкое применение в медицинских устройствах и перспективной робототехнике. Илон Маск анонсировал первые испытания мозговых имплантов, которые позволят вернуть подвижность конечностей людям с параличом. Компания Neuralink, принадлежащая Маску, объявила о поиске пациентов для тестирования такой технологии. Позже бизнесмен заявил, что скоро чип Neuralink установят первому пациенту. По замыслу, технология сможет вернуть функциональность тела людям с квадриплегией, параличом конечностей.
Благодаря Neuralink люди смогут управлять встроенным курсором и клавиатурой силой мысли. А в будущем даже учить языки и общаться с помощью телепатии. В апреле 2021 года Neuralink представила видеоролик с чипированной обезьяной, которая самостоятельно играет в видеоигры. Сначала подопытному животному дали для управления джойстик, а после успешного выполнения задания исследователи предлагали ему лакомство. Затем джойстик убрали, и обезьяна смогла двигать курсором на экране с помощью силы мозга. Создан маленький двигатель внутреннего сгорания для крошечных роботов. Команда инженеров-механиков из Корнельского университета спроектировала и построила крошечного робота, приводимого в действие двигателем внутреннего сгорания. В своей статье группа описывает, как они построили свой крошечный двигатель и возможные варианты его использования. Чтобы создать свой двигатель, исследователи начали с создания крошечной камеры сгорания вместе с искрящим веществом, способным вызвать взрыв. Когда это происходит, верхняя часть камеры слегка приподнимается вверх, подобно поршню. Испытания показали, что поршень может прилагать усилие в 9,5 ньютонов. Команда также разработала насос, который работал совместно с воспламенителем, позволяя перемещать поршень вверх и вниз примерно 100 раз в секунду. Южнокорейские ученые представили экзоскелет, позволяющий быстрее бегать. Согласно результатам небольшого исследования, экзоскелетный костюм помогает людям быстрее бегать. Спортсмены могли бы в будущем использовать этот костюм на тренировках для улучшения своих показателей, хотя есть мнение, что это может повысить риск травмы. Ранее ученые уже разрабатывали экзоскелетные устройства, помогающие людям более эффективно ходить или бегать. Теперь Геук Ли из Чунганг University в Сеуле, Южная Корея, и его коллеги создали экзоскелет, позволяющий людям быстрее бегать. По словам Ли, экзокостюм весом 4,4 кг оснащен электромоторами на спине, которые управляют длиной 2 стальных тросов, закрепленных на ногах пользователя. Когда пользователь вытягивает ноги назад, длина троса уменьшается, что помогает ему выполнить это движение. С помощью датчиков экзокостюм может определять походку бегуна в режиме реального времени и синхронизироваться с его шагами. Этическое восприятие роботов для ухода за людьми. Потребность в уходе за пожилыми людьми растет во всем мире, но внедрение роботов для этой цели происходит медленно. Группа исследователей разработала универсальную модель, которая объясняет, как этические представления влияют на готовность использовать роботов для ухода. Они провели исследования в Японии, Ирландии и Финляндии и выяснили, что готовность использовать роботов наиболее высока в Японии, затем в Ирландии и наименьшая в Финляндии. Они разработали модель, которая объясняет связь между этическими представлениями и готовностью использовать роботов в каждой стране. Исследование показало, что внедрение роботов для ухода может быть стимулировано, и если разработчики и исследователи включат потенциальных пользователей в процесс разработки. Они надеются, что это исследование поможет усовершенствовать разработку роботов для ухода и улучшит благополучие пожилых людей во всем мире. Благодарим вас за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, будем рады вашей обратной связи.